Всем привет, друзья! Сегодня у нас годные полезные советы, которые работают и которые стоит знать. Так что погнали! Начнем с моего самодельного строительного пояса. Мне лично реально впадлу отдавать пару тысяч за китайщину, поэтому я сделал сам. А те, кто оценил по достоинству, подкинули годную идею – перевернуть автомобильные замки кверх ногами. Таким образом, намного комфортнее располагаются подсумки, удобно запрыгивать рукой и брать крепеж. Ну и сразу, не отходя от кассы, еще одна идейка. Один подсумок я освободил и оставил только ключ от ремня. И чтобы пустить его в дело, нам понадобится пластиковая стяжка, которую мы закрепляем кольцом. И у нас буквально за 30 секунд получается отличный держак для молотка. Кто-то скажет бред, но это реал работает, намного удобнее, сам лично проверял. Разбирал крышу старого сарая и, чтобы руки были свободны, вешал молоток в петлю. Кстати, кто любит стройку, деревенское настроение и гору эмоций, обязательно заходите ко мне на второй канал «Сделай сам». Сейчас как раз стартуем новую стройку мини-домика. Думаю, будет всем полезно и интересно. Ссылку оставлю под видео. Друзья, вот реально, бывают такие подписчики, я их просто уважаю. Блин, вот прям не знаю, будем дом строить, я вас в гости приглашу, стакан налью, потому что реально классно. Работа просто кипит. Так, не уходя от темы, сейчас начнется хейт, типа «Вау, у меня нет строительного пояса, куда я буду закреплять эту стяжку?» Ну окей, штаны-то найдем, я надеюсь. Дело в том, что даже не имея строительного пояса, по-быстрому можно создать комфортные условия для работы. Просто крепим стяжку за лямку штанов. Главное, чтобы штаны, конечно, потом не слетели. А так, тоже рабочий вариант. Следующий момент – это сверление отверстий в дереве. Допустим, поставили точку и начинаем засверливаться. Но бывает легкий вздох, легкий сдвиг, нервы, психи, тяжелый вчерашний вечер, и отверстие у нас не по фэншую. В последнее время я стал пользоваться вот такой чертилкой по металлу. Покупал, кстати, на Алиэкспресс. Стоит копейки, а пользы масса. И сделав разметку, сразу намечаю направление сверла. И сразу отверстие получается ровненько. Еще один момент хочу затронуть про угольник Свенсона. Это реально крутая вещь, особенно для строителя. Конечно, есть он не у каждого, да и не каждый себе его позволит, так как цена довольно кусачая. Кстати, поначалу я вообще пользовался аналогом с Алиэкспресс. Этот угольник похожая копия. Металл хороший и, самое главное, стоит в 5 раз дешевле. Работать тоже удобно. Кому интересно, под видео найдете ссылки, можете посмотреть. Но разговор идет за угольник Свенсона. Если брать самые ходовые моменты, то это, допустим, прямая линия, либо линия под определенным углом, либо вообще использовать как упор для дисковой пилы. Но если взять небольшой болтик, немного шайб и гайку, можно угольник немножко прокачать. Во-первых, делая линии наклона, можно с легкостью запоминать нужный градус, и повторять множество деталей станет намного проще. Во-вторых, можно создать прямой упор, и с дисковой пилой станет удобнее работать, не боясь, что угольник съедет в сторону, уползет, рука дрогнет. Да и вообще, имея маленькую такую доработку, сам угольник не будет уже опрокидываться. Вот такие ходовые хитрости, которыми я часто пользуюсь. Все кратко, быстро и по делу. Надеюсь, вам понравилось. Пишите и вы свои реальные годные советы, которые хорошо вас выручают. Я думаю, всем будет полезно их услышать. Обязательно подписывайтесь на канал и заходите на мой второй канал, друзья. У нас там стройка, шашлык, общение и реально деревенская жизнь, которая поднимает настроение. Только личный опыт. Ставьте лайк этому видео и жду от вас обратной связи. Всем спасибо за просмотр, всем желаю хорошего настроения, поздравляю с наступающим праздником, всем пока-пока!